Alright, so there's a drone above us and they're engaging it again. There's a drone above us. Drone above us here in the Kharkov region. So that was a Ukrainian drone. That's the third one in what, 10 minutes? I'm Patrick Lancaster. Right now we are in the Kharkov region of Ukraine. Now this military position, this bunker that we're in right now, was a Ukrainian army military base just weeks ago, and now it is controlled by Russian forces. We're here several kilometers inside the Kharkov region of Ukraine with Russian forces, particularly the Akhmat Special Forces, and we're going to be talking to one of the commanders here on the ground and seeing what the real situation in battle here is in the Kharkov region of Ukraine. We've already heard drones overhead, incoming artillery. We've already filmed a report here, so make sure you see that. And we got a lot more to come. So now let's get it off started here. Please like, share, and subscribe. Remember, I'm an independent crowdfunded journalist. You can support my work with the link on the screen on the description and subscribe to my free blog. But let's get into it. Здравствуйте. Добрый день. Можно представиться себя? Ну, я командир отряда спецназа Ахмат, позывной батя. Можно сказать, где мы находимся? Ну, мы находимся на бывшем опорном пункте противника, который мы захватили, и сейчас держим здесь оборону. И, как вы сказали, как бы 800-900 метров? Ну, примерно, да, 800-900 метров до противника. Ага. И мы уже слышали несколько дрон и арты, да? Да, прилеты арты регулярно там, ну, несколько дронов, вот приход опять был. Ага. И вижу, это как бетон. Это первый раз я вижу, как это. Ну, они готовились хорошо, да. Да? И все амбразуры тут копанные в нашу сторону, все огневые точки. Ну, старые. Мы это переделали там максимально. Это был ихний опорный пункт. Ага. So, это как недавно был украинский войска? Да, там около 3 недель назад. Ага. So, это возможно сказать, сейчас Россия, как сказать, потихонечку двигаемся вперед, да. Ага. Ну, конечно, мы там не наступаем там по 600 километров в день, но каждый день работа ведется. Да, каждый день выполняем свою фронтовую работу. Я постоянно говорю, что фронт это ежедневная, тяжелая, трудная, нудная мужская работа. И что будет сегодня? Что мы сделаем здесь? Ну, мы сегодня ведем направление за противником. Да, если наша разведка обнаружит передвижение противника, там, движение транспорта, техники или движение живой силы, будем сразу реагировать на это. Ну, во-первых, будем работать артиллерией, потом у нас есть свои минометы 120-е, ну и понятно, что FPV. И да, это мы тут на Харьков. Да, region, Харьковское направление, да. Ага. И что я могу сказать? Я понимаю, окей, на Донецк, Луганск, они был референдум сделать стиль Россия, и уже Украина 14 год, уже была война 11 лет. Но тут Харьков область. Что вы могу сказать за людей на США, Европа, Западный Украина, которые сказать, Россия оккупант здесь? Что вы могу сказать за это? Ну, смотрите, все просто. Мы ихнюю территорию, ихние города не обстреливаем. Шебекино, город-герой, да, Шебекино постоянно разносят. И Россия. Да, то есть разносят Белгород. Как этого избежать? Ну, у них есть артиллерия, которая бьет там на 70 километров. Да, то есть, поэтому
Там зона отчуждения, там зона безопасности должна минимум километров 100 быть от нашей территории. Да, чтобы наши города не страдали, чтобы мирные жители не гибли. Каждый день в Белгородской области, каждый день гибнут люди. Каждый день то обстрелы, там дроны прям роями, да, там Шебекинский район, тут возле нас, возле Волчанска, там, ну и так далее, там Красноярушский. Постоянно люди гибнут. Как этого избежать? Как буферные зоны, да? Буферная зона, так точно. Есть люди, которые, украинские, которые живут возле здесь. Ну, кстати, в Белгородской области много людей, которые после 22 года с Украины уехали и остались. Очень много. Когда поняли, что будет война. Я думаю, местное население там от войны устало давным-давно. И как вы думали, сегодня будет здесь? Активнее или что будет? Ну, не знаю, не могу сказать конкретно за сегодняшний день. То есть я же объяснил, что если мы увидим активность у противника, будем работать. Соответственно, если противник увидит активность у нас, он тоже будет работать. Вы сказал, как это твоя территория, да? Вы Ну, контролируете? мой участок фронта, да, так точно. Alright, we had coffee, explosions. Now we'll eat, there'll be explosions. And then we'll go up and find some information for you. So we just got word. There's a drone overhead, and it's expected that the soldiers above us are going to be engaging this drone. Now, just to be clear, this is a Ukrainian kamikaze drone. It's coming to hit these Russian soldiers on this former Ukrainian base here in the Kharkov region of Ukraine. So, looks like it's time to wake up. And the shelling and engagements are getting more intense. So, let's go have a look to see what the real situation is. Bang bang, pock pock. We hear the battle's raging above us, but we're in this pretty well-made Ukrainian bunker here, so there's really no worry that we're going to be injured or something like that. Even though just a few feet above us, meter above us, there's battle going on. I mean, they're actively trying to shoot a drone out of the sky. We're just chilling down here, probably going to have some more coffee. And when we're given the green lights to go up and check out the battle, we're going to. Pretty eager to, actually. Had a nice nap. I mean, like I said before, we got up. We'll headed out at 3 in the morning. So it's around lunchtime now. Had a pretty good, calm sleep here in this bunker, and it's getting ready to hit the action, hit the battle. Shows you how life is here on the front. Sometimes not too bad, sometimes bad, sometimes in the middle. So we're going to show you everything we can. Time to head outside, see what we'll encounter. Это был ротный Хохлядский укреп. Мы его забрали. Сейчас вы увидите, что у них все огневые точки были копаны в нашу сторону. Вот, мы его переделали и фактически в нем держим оборону на данный момент. Готовимся к следующим действиям. И мы в голову врагов своих залезть не можем, да, можем только предположить, как Жуков делал. Да. Очень много факторов. Есть ли смысл именно брать вот именно этот укреп? Да? Там во фланге есть еще один наш укреп. С правого фланга там есть еще один наш укреп. Да? И они в более выгодной стратегической позиции находятся. Поэтому если они полезут сюда, ну, они получат пендюлей и от нас, и с флангов. Да? То есть есть очень много факторов. Во-вторых, ну,
я так понимаю, скорее всего, не хватает у них БК, да, там, это же для того, чтобы сейчас его снова штурмануть, тем более мы там подготовились, там, и так далее, и так далее, то есть нужно вложить, первое, много БК, много средств и, в конце концов, живой силы. То есть, я думаю, так она у них на других участках сейчас задействована. Тут был сильный бой за измениться. Ну, знаешь, я всегда говорю, говорят, вот там героическая оборона там Ленинграда, да. Ну, к примеру, привожу утрированный пример. Ну, а если где-то в рядовом бою в это же время там на фронте погибло несколько человек, для каждого бойца его бой, он самый важный, да. И не важно, какой он там жестокий был, не жестокий, да, это бой, в котором он участвовал, там, не дай бог, был ранен и, не дай бог, погиб. Ну, без особо сильных потерь мы этот забрали укреп. Просто грамотно подошли, полностью изолировали его птичками, да, полностью. То есть создали территорию невозможности логистики, да, всю логистику прервали, держали под постоянным воздействием огневым и воздействием БПЛА. И то есть, когда они поняли, что тут просто ловить нечего, начали оттягиваться. Ну, в этот момент подловили там. Тут не очень много, тут человек 6 было убито, ну, с их стороны. Там, да. Остальные потихоньку ушли. Ну, я считаю, это самое правильное, чтобы наших бойцов беречь там и так далее. Вы сказали, это как серая зона, как Путин сказал, да, буферная зона. Как далеко вы чувствуете именно буферная зона будет? Ну, вообще, ну, если брать чисто теоретически, буферная зона должна быть больше, чем предполагаемое применение вооружения противника. Ну, грубо говоря, если у них гаубица бьет на 70 километров, да, то буферная зона должна быть 100. Да. Если их ракеты там долетают, грубо говоря, на 200 километров, значит, ну, буферная зона должна быть 300. Ну, это мое личное мнение. Но я считаю, пока мы их не победим, даже вот такой маленький кусочек останется, да, у них земли, они с этой территории будут гадить. Они не успокоятся никогда. Вот так. А для того, чтобы жила спокойно моя страна, мой народ, там, да, и страна развивалась, я думаю, это надо все ликвидировать. И это войска украинские и государственные, да? Я считаю, что нужно полностью государство. Ну, фактически мы же понимаем, что Украина это государство не самостоятельное, да. Это полностью, грубо говоря, политические куклы, которыми двигают за ниточки другие совсем люди, которые сидят в Лондоне, там, в Америке и так далее. То есть, и пока эти куклы существуют, и эта территория есть, которая подконтрольна, да, иностранным государствам, это будет продолжаться. И гражданские, мирные люди Украины, что за они? Ну, разные есть, да. Есть кто-то поддерживал там Хохляндию, там, поддерживал лучшую жизнь, как им обещали в Европе, да. А есть кто навсегда связан с русским миром, а тем более вот эти все территории. Харьков это русский город вообще. И что надо сделать мирные люди? Что вас будут сделать с мирные люди? Мы что будем делать? Пусть живут. А зачем? А что они нам мешают, что ли? Пусть живут, рожают детей, создают, ликвидируют все то, что разрушили. Работы хватит всем, вот так. Что они ничего нужно боюсь? Не понял. Им нечего бояться? А чего им бояться? Ну я вот который год на войне, да, я больше всего не люблю смерти и больше всего не люблю войну. Да, я пошел внуков нянчить, да, сыновей. Там. Мне война больше всего не нравится. Я это потому что прекрасно понимаю, что сколько она зла приносит, сколько горя. И сколько каждая вот такая позиция стоит. Плюс. Байкал Татарстану. Скольких людей она стоит. Вот так. Плюс. Что будет сейчас? Сейчас мы пойдем, посмотрим позицию. И в зависимости от обстановки, может, сходим, посмотрим, там есть танк подбитый там. А, украинский танк, да? И
короче, там машина, пару машин побитых. Ну, это если ситуация будет спокойно по воздуху. Как воздух сейчас? Ну, пока спокойно. А это Это Булат, да, пока спокойно. детектор. Да, но у них сейчас уже появились этот FPV, на которые Булаты не реагируют. Оптик, да? Да. Угу. Это был блиндаж, у которого были амбразуры в ту сторону, в нашу сторону, в сторону нашей великой Родины. Мы его разобрали и сделали наблюдательную точку. То есть, ну, наблюдательную за противником. Можете подняться, посмотреть. Оттуда видно. So это был за смотром Это Россия. огневая точка была, да. То есть сейчас это вот там противник, то есть Нет, противник там. в той стороне. Да. Ага. Это я же говорю, это ихний Ага, греб. Он копанный в нашу сторону. ага. Он против нас копанный, это мы уже попеределали его. Видишь, все блиндажи сзади, да, а сюда были все огневые точки. Может смотрим, да? Конечно. Ну, все, сними его. So, just to make it clear. So, I mean, obviously, not long ago, Ukraine military was here, and they used this as an observation post for a long time to look at Russian forces. Russia's in this direction, and now Ukrainian forces are less than a kilometer in that direction. And we've heard, since we've been here this morning, at least 15, 20 drones get engaged overhead. So let's see what happens next. Let's continue the tour. We can see how not only is the nets right above us, but also we've got this. Now this is so these drones, whether the radio operated or the fiber optic drones, can't just come in and take a little tour themselves around the trenches finding a target, whether it's inside a bunker or just someone on watch. This catches them like a spider web. Так, только быстренько, да? Можете сказать именно что это? Это пулемет Калашникова, приспособленный для стрельбы, вот специально заряженный и через один патрон трассирующими, чтобы если что ночью бить и показывать, и было видно, ну, во-первых, как целеуказание, во-вторых, чтобы было видно, куда ты бьешь ночью. Там дальше арта стоит, посадка. Они... Вы сказал 900 метров, да? Ну да, вот посадка крайняя, вон та, которая на верхушке этого взгорка. И вот за ним, вот там уже ихняя позиция. Просто у нас тут прямой видимости нету с ними, поэтому у нас более-менее тут поспокойнее. Но это благодаря вот тому, что благодаря расположению именно. Вон наверху, видишь, взгорок, Ага. дальние деревья, видишь? Ага. Дальние деревья. Чуть-чуть до это. Да, вот дальние деревья, вот там за этой посадкой уже их укрепления. All right, so right across this field, past those trees we see there down just a bit, is Ukrainian military positions. And it's a pretty unique position we're in because, as you said, we don't have a straight view, bird's eye view of them, but they're not far. So we're going to see how today's going to play out. Let's continue. Давай. All right, so the chilling time is over, and there's a drone above us. Только ожидаем, пока только, как говорится, одна палочка, одно деление. То есть все, полетел. Ну, вроде, да. Так, ребята, давайте, спрыгивайте. Воздух контролем. Дрон уже совсем близко. Пришлось быстро ротироваться. All right, there's a drone above us. The detectors are going off. Здесь, если что, так меньше зайти.
как бесшумные сейчас пошли. Какие-то. Последний момент. Давай. Вперед. Они заряды хорошие. Вы вперед, вы вперед. So there was just a drone that hit the position we're on right now. That just hit that drone. We just heard the explosion. That drone just hit this position. Простых калашников. So now, as we heard the explosion, that was the drone hitting. So the skies are clear again. As we saw, as soon as the explosion, the detector stopped beeping. So что только произошло? Ну, за посадкой летел дрон, его сбили. Все. Все просто. Вот так. Вот это ежедневная будничная работа. Никакого героизма, да. Просто надо постоянно быть настороже. Не боятся бойцы, ну, то есть, когда ты работаешь по беспилотнику, ты же обнаружишь свои позиции, то есть... Ну, смотри. Во-первых, у беспилотников у них же не широкоформатные камеры, да. То есть у них узконаправленная. Если по нему стреляют, да, там со стороны, он же не видит этого. Тем более у них там микрофонов нет. Да, то есть это одно, второе. Но смелый же не тот, который ничего не боится. Если человек ничего не боится, он больной, у него что-то в мозгу не хватает. А смелый человек это тот, который может свой страх преодолеть. Это ежедневная мужская фронтовая работа. Ну я тебе объясняю, вот посадка, вот она посадка. Сразу за посадкой там стоит пост. И там еще наблюдательный пост. Вот они избили его. Они обычно тут заходят, заходил с той стороны. И он там низко летит, поэтому они его избили. All right, and here we can see how they can go in and out to the machine gun pretty fast. This is where we were just standing outside, so when there's an alert, they can run out and start firing at the drones. Then we go in here, and this is basically just a tube of concrete that the Ukrainians made as a lookout post. And got these hatches. Pretty secure. Yeah, the top is concrete as well. This is in the Ukrainian positions in the Kharkov region that Russia has taken over. Что там? Alright, there's firing. Да. Птичка. Okay. Всё. So the Вообще it шансов не оставляют. it happens that quick. It was right on top of them, and then they engaged it and knocked it out of the sky. Or it hit and exploded, one of the two. Вперед, иди, веди давай. Пропустите его. Есть? Снимаем. Туда на тропинку Яп. выходи. Мы там вышли. Туда? Разница, здесь выходили. Сколько вставать, где я не вставать. Only step where they step, it's mine. So, there's a drone above us. Drone above us here in the Kharkov region. That's it. So, that was a Ukrainian drone. That's the third one in what, 10 minutes? Пищим. Ну-ка прижмитесь к деревьям. Here, on him. Патрик! Он так плохо фокусирует. И с той стороны стань. Если что, замкнешь. Откуда угодно можешь лететь. Двигаемся. Двигаемся.
Давай сюда зайди. So right now we're hiding against this blown up tank. Not even sure if this is Ukrainian. It's Ukrainsky. Да, украинский. This old Ukrainian blown up tank. As the drone detectors are going off, and there's kamikaze drone, Ukrainian kamikaze drone somewhere above us now. There's a blown up Ukrainian tank behind us. Obviously been here for a long time, many battles in this field. Какой танк это? Это этот? Well, there's a drone. 72-ка это? All right, there's just a drone overhead, and they keep over and over engaging and explode. Now, они стреляют это, или они падают? Ну, может и сам ударил, может сбили. Ага. Не, это арта накрыла. Нет, мы про дрон. А? То, что это артой накрыли, знаю. Well, here's a ball bearing for this blown up Ukrainian tank. Можно сказать, что произошло этот танк? Это вы сделали? Накрыли, да, так точно. Он отсюда с этой посадки работал по нам. Его засекли. Он когда понял, что его засекли, пытался уйти, его разбили артой. То есть наводили не мы, наши соседи. Piece of a kamikaze. Да. And this is fiber optic cable from the fiber optic unjammable drones because there's no radio signal that passes through the air. Everything passes through the cable. Wait. Yeah. We'll tangle up. Так, товарищи, мы на открытке. Оптоволокно, на котором летают беспилотники врага. Очень противная штука, потому что не весь рэп берет ее. Рукой ты ее не порвешь. Рэп вообще не берет. Да. Только вот так. Берешь на излом, он ломается. Просто вот Ну, так. либо тактические ножницы при себе всегда. Перерезал, дрон упал. Можно сказать, я вижу много дырка тут. Что это? Это норы. Ну, вот на случай, если сейчас вот начался обстрел, вот здесь защиты очень мало, да, надо заскакивать туда. А, это за человек Да, ощущает? да. А, я думал, Ты туда туалет спрятался, целый. и у тебя осколки, получается, могут залететь туда только вот по такой траектории. А сейчас мы здесь находимся, то, что мы накрыты сеткой, да, это пусть вас не обманывает. То есть мы тут, если взрыв был там, взрыв вверху, нас накроет сразу. Для этого вот существуют норы. А, все как волна будет. Фуф. Осколки, да, чтобы ты раз туда нырнул. Ага, понял. Я отвезу. Так, блин. Че? Тут думаю, что они такие маленькие. Когда выходили, вот за всю сейчас нашу прогулку, 2 дрона взорвались, детектор на них не работал вообще. У меня часа 3. Да. Так что имею А, в виду... был 2 без детектора и... Да, и нет, сколько? было 4, там, и вдалеке там 6, а которые рядом, вот 2 вообще детектор не сработал. Ага, so это значит, они оптик, да? Да, или оптика, или, скорее всего, там другие частоты. Интересно. So, что будет сейчас? Сейчас вы пойдете туда, и я спокойненько отдохну. Ага. И потом... Обед еще. Всё. Война войной, обед по расписанию. Ага. И потом... Что потом? Все, мы здесь до следующего утра. Если вдруг получится забрать, то, что вот эти дебилы ездят, да, там, это ихняя проблема. Alright, so that's pretty interesting. Not super close calls, but, you know, close enough. I guess I'm kind of numb to it, but you guys back home can understand the serious nature of what just happened, I think. Yeah, so let's have some lunch.
thanks to Japanese guys who invent this. So it's been pretty quiet. We don't know if it's the calm before the storm or what, but the commander says we can come up above ground again. Туда воздух, воздух. Да, воздух конкретный. Спускайтесь лучше. Да потом Мужики, можете не успеть. Да. Это ближе? Во, Ага. совсем рядышком. All right, so there's a drone above us. We thought it was going to be quiet. Look, here. Сколько? 3? Whoa. Где упала? Во, еще вон. Здорово. Ага. Только что. Вот. Не долетел. Вот она, вторая пищала, да? Взрыв-то был, нет? Да. Один был, вот вторая пищала. Не долетел. Где? Бывает такое. Парами летели. О, Да, вот звук дошел. come. Опять. Come. Если so big, прыгать там. Jump there, if anything. Ой. Разведчик полетел. Где-то да. Да может даже разведчик, да, висит. Да, это и есть разведчик. Okay, so now they're saying it's a reconnaissance drone. So it's a DJI, so that's used for reconnaissance mainly, or to drop a grenade or something like this. No, первый был FPV, да? Да, и 2 FPV было. 2 FPV, so two Один comic. взорвался, один где-то, ну, то ли не долетел, то ли не разрыв, то ли что. Один вот там взорвался. Seems like they're controlling the air pretty well and keeping it on that side. They hit one or knocked it down, and then another one they didn't see anymore, and then this one is alerting as a DJI reconnaissance. And they've got several positions here, there, and I think a fourth over there where they're together all intercepting or trying to intercept the drones. Another one? DJI-ка опять. Если разведчик вас срисует здесь, это плохо. Давайте закругляться нужно. Ну, давайте. Хорошо. Мне Да, просто артиллерия картинку хватит. полетит. Они могут это, арту вызвать. So, хорошо. Alright, so as they advise we do, Хотя бы на вокруг. yeah, so they don't want artillery to open up on us if that's a reconnaissance drone. Этого не слышно, он где-то высоко летает. И всё. Спасибо. Okay, another team just across the way just screamed. All right, so there's a drone above us, and they're engaging it again from multiple different positions. That means there's more than one. That was one that it detonated.
Now it's getting fucking hot. Да. Вон. Что? Спикировал. Спикировал вот сюда. It dropped? Упало, да, вот сюда. Two, два, да? Что там? Все целые? Да, вот тут вот. Что, это походу, только пары там? Да. Я тут. Там же есть, блядь. Все целые? Триста нету? 300 нету? Давай все рассосались по постам, давай. уходим. Smell the gunpowder, the explosive. Давай один сторона, готов. But можно, можно сказать, что только произошло? Ну что, заходило несколько FPV, сразу 2 штуки летели парой. Один сбили, взорвался, второй не взорвался, упал. Ну, спикировал, но не упал. Вернее, упал, но не взорвался, спикировал. Потом перерыв был, вот Булат работал, получается, висел DJI, да. Ну, висел, снимал движение, корректировал FPV. И потом еще 2 FPV зашло. Вот так. Все сели там? Да, все целые. So what, сколько метров? 10 метров? Ну не Они- 10, это так кажется. Это, короче, там наблюдательный пункт у нас с той стороны посадки. Вот они туда сработали. Потому что сегодня же там 3 штуки сбили. Ага, но один был тут, да? Да, Мы- ну это он спикировал уже сюда. Подбитый падал. Ага. Но взрыв был именно здесь, да? Да, Как это он 10-15 метров, да? Ну, не 10-15 там. А, Ну, 30. 30. Ага. Вот там. Ага. Я просто видел спичка. Ну, вспышка, да. Да. Ну, метров 30 там было Ага. от нас. Понял. И все целые там, да? Все целые, потому что пост он дальше туда. Пост наблюдательный, он дальше с той стороны посадки. Ага. So, это как... Они его сбили, мы все по нему стреляли, кто попал неизвестно, но скорее всего они, потому что он их пролетел и это уже... so это как бил работа и стреляет это и и потихоньку он, да, и бах, упал, и then да, бух. да, Ага, точно. ага. То есть он сбитый дальше пролетел и упал. Понял. All right, so that was interesting. We weren't really expecting that. It was just, yeah, you see it, not really words to explain. And now the only question is when we're going to be able to evacuate. Is this going to be continuing? Is this going to be an escalation of the drones attacking this position or not? What's going to happen? We'll have to wait for the advice of the commander when we leave and how we leave, if we leave tonight, if we make it out of here. Please like, share, subscribe. We got a lot more to come. And remember, I'm an independent crowdfunding journalist. Support my work with the link on the screen or in the description. Look, and we still got people on. Как там? Чистый? Сейчас чисто, да. Вот он туда и пришел.
Это что только был? Да, это только что вот FPV долбанул сюда. Можно сказать, что будет сейчас? Что мы будем делать? А и сегодня сейчас кого-нибудь расстреляем, провинившегося. Сначала прострелим колени, потом пальцы отрубим. Мы же орки злые, кровожадные. А то у нас ужинать нечем, на хоть пальцы кому-то отрубить. Это прямой эфир, не? Чуть-чуть. Сегодня я еще никого не застрелил, что-то настроение плохое. Ну, готовимся мы к чему? Всегда БК должен быть полный, да. Какая будет ситуация, неизвестно. Там, и так далее. Тем более попробуем сейчас по темноте выехать. Да. Ну, в дороге дорога это самая опасная часть нашего сегодняшнего мероприятия. Поэтому все должно быть готово. Град работал. Град работа. Помой? Звук дойдет сейчас. Вот. Помой. 3 или 4. Ихний град. Украинский град. Вот, опять град пошел. Нет, это наш. Вот он полетел. Видно, нет его? Ну да, вот там он. Ну идите, снимите, попробуйте, может что-то поймаете. Хорошо, давай. Выдвигаемся на точку. Сейчас нас машина подхватит по серому. И как дорога будет? Ну, в смысле, дорога опасная всегда. Самое опасное это дорога. Но сейчас пока по серому как раз мы успеваем. Дневные птички уже плохо видят, а ночные еще плохо видят. Все, двигаемся. Сергей. Ау. Тут точка, да? Так, точно. Ну, он сейчас там прям развернется, мы выскочим и сядем. Чтоб сюда тут жопой не сдавал, не это. И какой есть вариант на дорогу? Что возможно? Я надеюсь, что Господь даст, и мы все благополучно доедем до дома нормально. Ну, вообще, логистика на войне это самое опасное мероприятие. Возможно, удары дронами, ночными дронами. Возможно, могут заминировать дистанционно дорогу. Это было уже. У нас машина подрывалась тут. Все что угодно. Ну, дай бог, все будет хорошо. Делай, что должен, и будь, что будет. Exactly. Аллах велик, един, всемогущ. Ахмад сила, Россия мощь, победа будет за нами. So, brings up a good point. Do what you need to do, and what happens happens. We're in God's hands, and we do our best and reduce risk as much as possible. I mean, I say that being on the front line, less than a kilometer away from the other side. The people that want to kill everyone here. So, Operation Risk Management. You reduce the risk in the best possible way you can when you're at risk nonetheless. So we hope we make it through this road alive to continue on to bring you stories and important things that you're not going to see in the mainstream media. Of course, my love goes out to my family. Я говорю, при чрезвычайной ситуации, без паники действуем. Первое, оглядеть себя, оглядеть окружающих. Если ранены, значит оказать помощь и эвакуироваться. Из автомобиля, я имею в виду. Ближайшее укрытие, это высокая трава, посадка и так далее. So check yourself, check injured, and then leave the car, right? Vaughn? Yeah, that's right. And hide somewhere in high grass or I don't know, somewhere in trees. Yeah, this is the most scary point of going to the front line. It's coming and going. This is not fun. Not fun at all.
All right. I'm gonna load up. Did I get the camera on top? Так, ребятки, я первый на заднюю. That built up. Давай, давай, давай. Как были, садимся, давай. Вот это граница была. Фома, добавь газу. Это граница была. Три палки. Небо чистый? Да, чисто. Все? Держи. Да, да, выходим. На ноль заправишься, зайдем. All right, so we made it away from the danger for the most part. Ну, как? Все нормально, да? Слава богу. Ну, ты видел, дрон-детекторы работали, да, большую часть дороги, там, грубо говоря, там, в 300 метрах от нас был FPV несколько раз. Но благодаря тому, что мы ехали быстро, да, они не успели. Вот. И еще в машине установлен рэп, включали рэбы. И общий, что твой прогноз за Харьков область? Я бы ее все забрал. Ну, Ты же помнишь, мое мнение, это флаг над Рейхстагом. Тогда все будет ровно и правильно. Ну, я думаю, надо Харьковскую область забирать всю, мое личное мнение. Но не знаю, как это произойдет, когда произойдет. Все очень от многих факторов зависит, да. То есть, ну, мы-то свою работу делаем. И Волчанск был постоянно больше. Большую часть Волчанска уже забрали. Там до конца, по-моему, западная окраина еще не зачищена. Вот, то есть, ну, это скоро произойдет, я думаю. So, спасибо. All right, well, we lived. We are somewhat safe. We've shown you what we can on the situation in the Kharkov region of Ukraine, what Russia is doing, what Russia's done, what Ukraine's done, and what Ukraine's doing. And regardless what side of the conflict you favor, you deserve to see this information. And, you know, I give you perspectives, not necessarily my opinions or your opinions, but the opinions and the perspectives of the people that are living this situation, regardless if you agree with them or not. So please like, share, subscribe. We got a lot more to come. And make sure you go down and subscribe to my Substack blog, where written articles are, and much more. And remember, I'm an independent crowdfunding journalist. Click on the link on the screen or in the description or in the pinned comments to support my work. We're out.